Всем привет! Мы продолжаем искать для вас самые актуальные и интересные дома по всей России. И сегодня у нас обзор дома в стиле Barnhouse площадью 125 квадратных метров. Это стильный современный дом, энергоэффективный и экологичный. И к тому же в доступном бюджете. Авторы проекта Виталий и Диана Алферовы. Ну что, погнали? Привет, друзья! Я Виталий Алферов. Я Диана Алферова, я архитектор. Я инженер-конструктор по направлению строительства. Мы основатели компании «Два Групп», которая занимается строительством барнхаусов в Уфе. Для нас, как для архитекторов, было очень важно, чтобы дом отличался своей архитектурой, чтобы он был особенный. Минималистичная архитектура, минималистичный интерьер, и поэтому мы, в принципе, выбрали это направление, барнхаусы. Было важно, чтобы дом был надежным. За основу был взят каркас из сухой строганной доски. Это гарант того, что в ней не заведутся никакие жучки, доска не усядет, не образуются новые мостики холода. По пирогу стен здесь заложен утеплитель Technicolor GreenGuard 200 мм в цокольном перекрытии, и в кровле это 300 мм. Для нас было важно, чтобы экологичность была подтверждена сертификатами. Technicolor GreenGuard — это практически единственный утеплитель в России, у которого есть сертификат от Центра здоровья детей. Таким образом, мы не переживаем за экологичность, за свое здоровье. По теплотехническим расчетам дом относится к классу энергоэффективности А и А+. То есть дом энергоэффективен, и при определенных условиях он может быть даже пассивным. Вся эта технология позволила воплотить наши все мысли в реальность о том, что дом должен получиться не холодный, и за счет своей энергоэффективности на него не будет таких больших затрат на коммунальные услуги. Фундамент здесь свайно-ростверковый, монолитный железобетонный. На фасаде планкен из лиственницы, покрытый антисептиком. На кровле гликфальц от компании Grand Line. Водосточная система позволяет сделать кровлю без свесов и без проблем отвести осадки. Дом двухэтажный, 125 квадратных метров, с антресолями 135 квадратных метров. В идеале это дом для семьи с 2 детьми. На первом этаже у нас тамбур. Общественное пространство — это гостиная, столовая, кухня, гардеробная, либо это может быть также гостевой спальней и ванная комната. На втором этаже у нас находятся 3 спальни и ванная комната. Изначально уже вместе с домом у нас продуманный интерьер. Каждая розетка, каждый выключатель, здесь все на своем месте. Интерьер выполнен в минималистичном стиле, в монохромных цветах. Также мы решили использовать в отделке экологичные материалы. На стенах у нас имитация бруса выкрашена в белый цвет, на полу массив сосны. Первым делом мы попадаем в прихожую. Здесь у нас предусмотрен гардеробный шкаф. Также здесь расположены выводы под управление центральной вентиляцией и электрощиток, который также прячется в шкафу. Пока данный дом не обставлен, обставлена только гостиная комната. Здесь у нас расположен диван компании «Реформа», который также мы подбирали с учетом нашего минималистичного интерьера. Диван очень стильный, сейчас в тренде такие модели, в тренде серый цвет, и также он очень удобен тем, что в диване предусмотрен USB-вход, и люди могут спокойно заряжать свои гаджеты. Также у нас в гостиной находится столовая зона из массива дерева и тоже подходит под наш минималистичный интерьер. Здесь у нас есть второй свет. Вообще гостиная-столовая получилась очень просторная за счет выбранного стиля, за счет выбранных цветов. Здесь очень светло, за счет очень большой площади остекления. А рядом со столовой зоной у нас предусмотрен выход на террасу, на которой может расположиться обеденная зона. А если у вас уже есть свой загородный дом или дача, то незаменимым помощником для вас станет аккумуляторная техника Works. С аккумуляторной техникой Works нет необходимости покупать и заливать бензин. Нет неприятного запаха и нет риска возгорания.
Техника Works не загрязняет окружающую среду. Универсальный аккумулятор и для сада, и для мастерской. Не требует регулярного сервисного техобслуживания. А самое главное, пользоваться могут даже хрупкие девушки, без нужды просить мужей настроить устройство. Универсальный аккумулятор PowerShare подходит для всех инструментов Works. Можно однажды купить комплект устройства плюс аккумулятор-зарядка и в дальнейшем приобретать технику до 30% дешевле. Works – это мощный бренд аккумуляторных садовых и электроинструментов. Works – это высокие технологии и надежность. Даша рекомендует. Это помещение кухня. Здесь у нас выводы под водонагреватель и электрокотел. Предусмотрено 13 розеток. Таким образом, недостатка электроточек в данном помещении не будет. Теплые полы в зоне кухни. В доме реализована система центральной приточно-вытяжной вентиляции. Можно увидеть приточные клапанные системы вентиляции. Во все жилые помещения подается свежий воздух с улицы, а из зоны санузлов и кухонь удаляется теплый отработанный воздух. В трубах они между собой пересекаются, и таким образом отработанный теплый воздух подогревает собой прохладный входящий, и в доме поддерживается комфортный микроклимат. На зимний период предусмотрен нагреватель, чтобы не образовался конденсат в системе. Работает он таким образом, что задается диапазон температур. Например, температура в системе упала до плюс 10 градусов, нагреватель включился, температура набралась до плюс 60, нагреватель выключился. Таким образом, никакая сырость, плесень, вентиляция не образуется. Продуманная система вентиляции как раз-таки также ломает стереотипы о том, что в доме нужно очень много убираться, то, что он большой. В этом доме за счет этого убираться можно в несколько раз реже. Это помещение гостевой спальни или гардеробной с большим окном. Высота потолков здесь составляет 2,5 метра, в гостиной это 3 метра. Здесь мы потолок опустили на полметра для того, чтобы было удобно разместить двухъярусные детские на втором этаже. В санузле мы разместили всю инженерку под лестницей, чтобы она нигде не портила интерьер. Вся сантехника сделана из метапола немецкого Вальтек. По электрике все автоматы, это Schneider Electric, выключатели, розетки Legrand. Свои дома мы продумываем до мелочей. Впадая на крыльцо нашего дома, здесь у нас есть вывод воды и преддверная решетка, чтобы можно было помыть обувь, лапы собаки, колеса коляски. Очень удобное решение. А сейчас мы на втором этаже. Когда поднимаемся, мы попадаем в холл. Здесь можно просто проводить время, читать книги, релаксировать. Здесь у нас второй свет. Также на втором этаже у нас находятся 3 спальни и ванная комната. Так как кровля утеплена и отделана по скату, потолок на втором этаже достигает 5,5 метров. Детские у нас двухуровневые с антресолями. В принципе, по полу тут достаточно небольшое пространство, около 14 квадратных метров, но за счет антресоли каждой детской прибавляется еще 5 квадратов, то есть это почти 20 квадратных метров, достаточно большое пространство для времяпровождения детей. Второй уровень вообще сделали, потому что у нас самих есть дети, и решили таким образом зонировать спальню, чтобы ребенку была возможность какой-то игровой зоны для того, чтобы развивать общую моторику. По проекту данной спальни здесь предусмотрен шкаф-лестница для того, чтобы подняться на второй этаж. А когда ребенок будет большой или если он большой, то можно использовать просто приставную лестницу. Спальную зону мы выделили другим материалом, другим цветом. Вторая детская комната выполнена аналогично. Первая спальня была предусмотрена как спальня хозяев, поэтому на достаточно небольшой площади. В ней планируется разместить только шкаф и кровать. Данное остекление в спальне высоту достигает 2,6 метра. Это делает пространство наполненным светом, более уютным и просторным. Также на каждом этаже установлены датчики регулировки температуры. Мы выставляем нужную температуру, датчик посылает команду на насос, гонять теплоноситель или не гонять. И таким образом в доме поддерживается постоянно комфортный микроклимат. А вместе с вентиляцией это является энергоэффективным решением. Обе ванные комнаты, как на первом этаже, так и на втором этаже, у нас с естественным освещением. Здесь небольшой светлый санузел на втором этаже для хозяев. Также на потолке расположен люк, где находится техническое помещение с вентиляцией. Это не первый дом и в плане проектирования, и в плане строительства, который мы уже от начала до конца ведем. Ввиду того, что это коммерческий проект, стоимость дома для конечного потребителя составит 40 тысяч рублей за квадратный метр. Без учета земли это дом с чистовой отделкой. По нашему продуманному дизайн-проекту стоимость данного дома в чистовой отделке полностью
укомплектованного мебелью составляет 50 тысяч рублей за квадратный метр. Оба этих предложения довольно конкурентоспособны ввиду того, что другие дома или квартиры за эти деньги вы получаете в черновой отделке. 2 группы — это в первую очередь про семью, потому что эта идея дома как раз возникла из наших пожеланий к дому. Надеюсь, вам понравился этот дом и подход ребят, а обзор оказался полезен. Пишите свои впечатления и вопросы Виталию и Диане в комментариях. А также заглядывайте в наш плейлист «Дома». Там много полезных и интересных обзоров, различные технологии строительства, интервью с владельцами домов, а также советы от грамотных дизайнеров и архитекторов. Не забывайте про лайки, чтобы сохранить данное видео в понравившихся. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. До новых встреч. Пока-пока.